Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні поділюсь рецептом пісочного літнього пирога з ягодами і сметаною з оливкою. Він дуже смачний, ніжний, із найпростіших продуктів і легкий в приготуванні. Масло обваливаю в муке и натираю на крупной терке. Только не все сразу, а небольшими порциями. И сразу же перемешиваю с мукой уже натертое масло, чтобы оно не комковалось. Теперь мне понадобится скребок, я его уже несколько раз показывала в видео. Он повторяет форму миски, поэтому легко можно порубить, перемешать в более мелкую крошку. Сюда же добавляю сахарную пудру, разрыхлитель. Все это обязательно просеиваю. Пакетик ванильного сахара и щепотку соли, так как замешиваю на масле. Если будете месить на маргарине, соль можете не добавлять. Но я бы все равно маленькую щепотку добавила. Снова все это хорошо перемешиваем. Соединяю все продукты и добавляю яйцо. Продолжаю также замешивать скребком. И если вы видите, что эта крошка долго остается сухой, плохо соединяются продукты, поэтому добавляю столовую ложку молока, обязательно холодного. Видите, начинают появляться крупные крошки, то есть продукты соединяются в комочек. Масса более влажная. И сейчас она легко соединится, тесто легко замесится. Я одела перчатки, чтобы не согревать масло, не согревать тесто. Вот таким вот образом сжимаю, собираю в один комочек. Видно, что оно легко уже склеивается, более липкое, не такое сухое. Сейчас только соберется в один комок, и я его подмешу на столе. Коврик совсем чуть-чуть подпыляю мукой, только так, чтобы тесто вымесить до однородности, но не умешивать в него уже много муки. Лишь бы оно сейчас не прилипало к коврику. Вот такое получается тесто. Матовое, не блестит от жира, это значит, что масло в нем не растаяло. Средней консистенции, гладкое, однородное. Откладываю в сторону. Оставляю его минут на 5. Хорошо подпыляю мукой, чтобы оно не бралось корочкой, не подсыхало. Вот такая форма для тартов. Я ее ничем не смазываю, она с покрытием. И к тому же песочное тесто жирное, поэтому под него не надо ничего смазывать. Вот так поднимается донышко. Очень легко потом извлечь пирог из формы. Ее размеры обязательно укажу под рецептом в описании. Снова коврик подпыляю мукой. Раскатываю в круглую лепешку толщиной чуть меньше, чем полсантиметра. Катаю в разных направлениях, чтобы получился именно круг. Немного еще раз подпыляю сверху и переворачиваю вот этой вот гладкой стороной вниз, чтобы красивые и гладкие получились бортики, а не в этих морщинках, в трещинках. Снова продолжаю раскатывать по всей площади, чтобы тесто получилось одинаковой толщины. И посередине, и с краешку. Теперь можно померить вот таким вот образом к донышку, учитывая еще высоту бортиков. Накручиваю тесто на скалку. Немного его раскручиваю. И укладываю так, чтобы еще свисало с бортиков. Вот таким вот образом. Очень легко работать с этим тестом, не надо его охлаждать, иначе оно станет более плотное, при раскатке начнет трескаться. А так посмотрите, какое оно послушное. И сейчас беру, приподнимаю вот это тесто и опускаю вот так вот до самого донышка. Вот таким вот образом. Теперь к бортикам его придавливаю, когда оно уже опущено, чтобы оно хорошо улеглось. И скалкой, начиная от середины, прокатываю в одну сторону и теперь в другую. Убираю лишнее тесто, снова прижимаю бортики, поднимаю тесто немного выше формы, так как при выпечке оно чуть-чуть опустится. А нам надо, чтобы корзинка получилась
по максимуму, глубокой. Донышко густо накалываю вилочкой и поставлю эту корзинку в холодильник. Минимум на 40 минут, но лучше оставить на час, можно и на дольше. Работать с этой формой надо аккуратно, чтобы вы не выдавили донышко, не подняли тесто. Лучше переносить на какой-нибудь основе, ну хотя бы на досточке. Корзинка простояла в холодильнике ровно час. Тесто хорошо остыло и даже застыло, стало более плотным. Духовка нагрелась, температура 200 градусов, сразу же ставлю выпекать. А в это время готовлю начинку. Сахар, сметана, у меня жирностью 20%. Яйца взяла крупной нулевой категории, чистый вес 120 грамм. И пудинг. Если у вас такого нет, то берите такое же количество кукурузного крахмала, но добавьте еще пакетик ванильного сахара с ванильным смаком. Пудинг – это тот же самый крахмал с ванилином, но почему-то с ним, как для меня, получается вкуснее. Если есть возможность, купите и попробуйте. Так, смешиваю пудинг с сахаром, высыпаю к сметане, сюда же добавляю яйца. Все продукты для начинки должны быть комнатной температуры. Все это хорошо перемешиваю до однородной массы. Желательно до полного растворения сахара. Или можно отставить в сторону, пока корзинка допечется, он полностью растает. Время от времени можно перемешивать. За 10 минут вот так вот хорошо подпеклась корзинка. При температуре 200 градусов. Второй уровень духовки снизу, чтобы хорошо подпекалась. Это ниже среднего, всего у меня их 5. Режим подогрев вверх-вниз без конвекции. Ее краешки слегка зазолотились. Тесто с бортиком не стекает на донышко. Сохраняется четкая ее форма. А это потому, что тесто холодное, а температура высокая. И сразу же, не остужая корзинку, высыпаю сюда ягоды. И выливаю сюда заливку тонкой струйкой и не в одно место, чтобы ягоды остались равномерно по всей площади. Верхний диаметр моей формы 28 сантиметров, высота бортиков 3. Но размер корзинки получается немного меньше, так как место занимает тесто и по бокам, и снизу. И этой заливки как раз будет достаточно. Сверху украшаю тоже ягодами. Всего у меня их 280, но можно взять и 300 грамм. Вот корзинка не заполнена до самых краешков, где-то на полсантиметра, может быть даже немножко меньше. Начинка при выпечке будет подниматься, чтобы не вытекала за бортики. Снова ставлю в духовку и выпекаю. Выпекался он 37 минут при температуре 180 градусов. Второй уровень духовки снизу, подогрев вверх-вниз без конвекции. Посмотрите, как поднялась заливка во время выпечки. Высокой шапочкой. И по краешкам тоже слегка запеклась. При остывании она немного осядет, и это нормально. В таком виде оставляю до полного остывания. В этой форме пирог не потеет, не мокреет. Она перфорированная, то есть в дырочках, поэтому можно оставить так. Пирог полностью остыл, теперь его можно украсить сахарной пудрой, это по желанию. Подставляю тарелочку, снимаю ободок. Посмотрите, как красиво заколировалось тесто. Писали в комментариях, что тесто не пропекается. Подстраивайтесь к своим духовкам, попробуйте поставить на уровень ниже, чтобы снизу было погорячее. Это когда выпекаете одну корзинку. Убираю донышко. Видите, пирог не цепляется к форме, значит донышко хорошо пропеклось. Я говорю, как выпекаю в своей духовке, но все они разные, поэтому пристраивайтесь к своей, подружитесь с ней, и выпечка будет красивой. Перетягиваю на подложку, и с подложкой уже на блюдо. Пирог аппетитный, ароматный, разрезается легко, заливка мягкая, крахмалом не забита, но тем не менее очень хорошо сохраняет свою форму. Тесто хорошо пропеклось, бортики под ножом хрустят, но остается очень нежным, песочным. Достаточно ягод, и они могут быть разными, но вкуснее всего с голубикой. Благородная ягода, косточки при еде не ощущаются, не приторно-сладкая, чуть-чуть кисленькая. И очень хорошо себя ведет при выпечке, как в начинке, так и в тесте. Вот так хорошо подпекается донышко. Готовьте с удовольствием, радуйте своих любимых такими вкусными летними пирогами и приятного вам чаепития.
Ну, а якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а постійним спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І, як завжди, бажаю вам всього найкращого.